Здравствуйте, здравствуйте, девочки. Сейчас буквально пару секунд. Всем привет, привет, всем добрый вечер. Наталья, здравствуйте, Леночка, Мюнхен тоже. Всех вас приветствую. Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас буквально вот настрою немножко. Просто сегодня буду в основном болтать. Первый раз выхожу в эфир со своим как бы фейсом, да, таким. Вот, немножко нервничаю, переживаю. Для меня это все пока что по-новому, тут немножко. Так, сейчас одну минутку. Скажите, хорошо ли меня вообще видно? Хорошо ли меня слышно? Как-то светло, да? Так, уже плохо видно. Может быть, там в настройках что-нибудь. Я вот настройки, которые я уже сделала, уже все вроде бы. Так, сейчас хорошо. Танечка, Танечка, здравствуй, здравствуй, дорогая. Итак, девочки, ну давайте уже начнем. Сегодня мы поговорим с вами именно о нео-чемпионатах. Девочки у меня спрашивали в прямых эфирах, как выиграть на нео-чемпионате. Вообще эта тема на самом деле, она очень, скажем так, неоднозначная, потому что не все чемпионаты, как оказалось, да, то есть, скажем так, имеют квалифицированный судейский состав. Во многих чемпионатах участвуют, ну как судьи, да, то есть есть стажеры, это тоже как бы неплохо, в принципе, но дело в том, что сама номинация, да, NEL, вот в NEL чемпионатах именно стемпинг, она, скажем так, новенькая, она молодая, сама эта номинация. И, соответственно, судьи еще иногда не знают, да, то есть как ее оценивать. То есть где работа действительно сложная, где работа, ну, скажем так, вот действительно просто отпечатали, да, и все как бы на этом. И как показывает, в принципе, практика, на нео-чемпионатах именно в номинациях стемпинг выигрывают работы, которые вот действительно человек взял с пластины, отпечатал рисунок и перенес на типс. Да, то есть такие работы тоже выигрывают. В принципе, есть как бы, ничего не могу сказать, все работы по-своему интересны, и найти вот именно конкурсную работу на чемпионат по стемпингу, ну, лично для меня было очень сложно. Я вот прям искала и в Инстаграм, и в интернете, то есть хоть какие-нибудь конкурсные работы смотрела, и в принципе, ну, для чего? Для того, чтобы понять, для того, чтобы как-то сориентироваться, да, что в принципе нужно сделать, какую работу нужно подготовить для того, чтобы судьям это понравилось. И максимально то, что вот я видела, да, по максимуму, это закат, рассвет, градиент, то есть на типсах, да, сделан.
Мое участие в первом чемпионате, мое участие в первом чемпионате есть на моем канале видео. Возможно, вы как бы его видели. А, Там я еще не совсем понимала, что в принципе нужно делать, да, то есть как бы как там будут судьи оценивать, что за критерии и вообще понять вот эту вот всю систему, да, как проходит судейство, за что ставятся баллы и, например, почему тут такие баллы, а тут такие баллы, за что баллы снижаются. То есть все эти моменты, они на самом деле, ну, скажем так, неоднозначные. И многие, очень многие именно не могут, в принципе, однозначно на этот вопрос ответить. Поэтому после первого чемпионата я решила, что мне, наверное, будет проще именно участвовать не как, да, то есть вот такой вот мастер-одиночка, да, а участвовать непосредственно в команде. В команде вместе с тренером, вместе с инструктором. Для чего? Потому, ну, как бы не то, чтобы, знаете, существует такое мнение, что вот, например, там, если, например, участвуете от команды, то команда выигрывает, там, и все такое прочее, да. То есть это тоже своего рода такая байка о том, что судьи как бы, да, там продвигают своих, да, и все такое прочее. Тем более, если твой наставник есть в судейском составе, то 100% там, вы там выиграете. Но на самом деле это не так. Конечно, есть исключения, есть такие, скажем так, команды, где сам судья, да, сам вот непосредственный руководитель, тренер, да, там наставник, как угодно его называйте. То есть не то, чтобы он помогает именно подготовиться, а просто, знаете, ну так вот собрали команду, да, вот он собрал команду мастеров, они готовят сами работу, они сами, в общем, все подготавливают, сами все делают, и потом просто люди вот так вот участвуют командой на каком-либо чемпионате. Но в той команде, где я готовить работу, наставник помогает ну, как-то определиться, возможно, с темой. Наставник помогает также, подсказывает, да, и полностью разжевывает все номинации, в которых ты хотела бы участвовать, да, и, собственно, помогает тебе выбрать конкретно именно ту номинацию, в которой ты подготавливаешь работу, потому что в чемпионате нельзя так, знаете, вот я хочу сделать там цветочки, ромашки, там одуванчики, да, и подать заявку на, скажем так, номинацию, где от вас требуется, да, там это тоже будет стемпинг, но, скажем так, тема какая-то другая, или, например, в этой номинации нельзя использовать там какие-то техники, да, либо что-то. То есть здесь наставник конкретно объясняет, да, например, вот, ну, лично за себя могу, да, сказать: Вика, то есть ты идешь вот в этой номинации, тебе работу нужно максимально подготовить вот в этой технике, да, ты можешь там что-то показать и в этой технике, но это должно быть как-то, возможно, минимально, да, вот. Ну и еще один плюс в такой вот, скажем так, именно участие в чемпионатах, именно в команде, это то, что командный дух, да, вот этот вот, у нас в команде мастеров по стемпингу только я одна. У нас также есть там больше 60 человек, в принципе, да, в команде. И там девочки, кто-то по лепке, кто-то по моделированию, кто-то, ну, участвует, да, в чемпионате, кто-то по китайской росписи, кто-то там по, ну, по креативным каким-то вот, да, там, по креативному моделированию, там, лепка пластилином, лепка акрилом, да, то есть вот вообще различные, самые различные, что ни на есть номинации. И вы знаете, общаться просто-напросто, да, вот с людьми, тоже смотреть за их успехами, посмотреть на их работы, на то, как они подготавливаются, это тоже мотивирует, это тоже и стимулирует, да, то есть и как бы смотришь, какую работу подготовил, например, вот другой мастер, и у самой тоже в голове возникают какие-то такие идеи, да, которые
а, ну, скажем так, сподвигли тебя. В чемпионатах я участвую именно в этих номинациях. Еще хочу сказать немаловажный момент, да, то есть у каждого чемпионата, конечно, свой регламент, и его нужно изучать. И если вы никогда раньше не участвовали в чемпионатах, разобраться с этим регламентом очень сложно. Там, в принципе, написано все по-русски, да, то есть все слова знакомые, то есть даже если там вдруг встречаются какие-то незнакомые слова, да, то есть как бы Google нам в помощь. Но не в этом загвоздка. Загвоздка в том, что, да, вы вроде бы читаете, вроде бы вам все понятно, но на самом деле, да, то есть насколько бы ни был расширен этот регламент, все равно там есть какие-то вот такие вот моменты, где всегда остается какая-то лазейка, скажем так, да, это как в законе, да, ну, опытные юристы, да, они всегда могут где-то что-то обойти. Точно так же и здесь в регламенте. Опытные, скажем так, люди, которые уже очень часто и много участвовали в чемпионатах, они прекрасно это все понимают, все эти лазейки они знают. Поэтому здесь тоже вот именно помощь какая-то такая вот наставника, да, она немаловажна, потому что наставник, как правило, да, он также является и судьей во многих чемпионатах, но он также все эти лазейки все прекрасно знает и понимает. В моей практике на сегодняшний день 4 чемпионата и 3 работы, которые я готовила. То есть одна моя работа, она участвовала в 2 чемпионатах. Это возможно, то есть вы можете подготовить, в принципе, какую-то одну очень хорошую работу, и эта работа может участвовать в 5 разных чемпионатах, ну, до 5 разных чемпионатах. То есть, в принципе, с одной своей работой я могла бы, например, там подать заявки на 5 разных чемпионатов, ну и посмотреть, какие там места, где займу. Причем третья моя работа, она именно участвовала у меня в 2 чемпионатах, и в одном чемпионате она заняла 1 место, а в другом чемпионате она заняла 2 место. И здесь тоже, знаете, у меня тоже было недоумение, я не понимала, как такое могло произойти. В принципе, считаю, что если человек готовится, да, на какой-либо чемпионат, к какому-либо конкурсу, то у вас должно быть четкое стремление победить. Если вы, готовясь на чемпионат, думаете, ну ладно, я сейчас вот там поучаствую, посмотрю, да, там, что получится, и вообще получится или не получится, на мой взгляд, это неправильно. В любом случае, если вы уже приняли решение готовиться на чемпионат, готовить работу на чемпионат, вы должны готовить ее так, чтобы победить, и никак иначе. И вот все свои работы, которые я делала, я все их именно вот так и готовила. То есть я понимала, что вот по максимуму как-то выложиться, да, чтобы занять какое-то призовое место. Все 3 работы у меня, да, они все с призовыми местами, но мой просто первый опыт был, участвовала я в чемпионате «Золотая кисть», вот, и, значит, на этом чемпионате, ну, там, посмотрите лучше видео, там, конечно, очень, ну, есть на моем канале это видео, там было очень много неприятных моментов, но не в этом суть, просто там мою работу, скажем так, не совсем поняли. Да, там я уже не буду говорить о том, что там не оценили или что-то, но ее не так поняли. Но опять-таки я все равно готовила ее на тот момент, я ее готовила именно так, чтобы победить. Ну, 3 место тоже для первого раза, я считаю, что это, ну, неплохой результат. Хотя вот тут есть Танечка, да, то есть Елена, Лена Мюнхен. Вот, то есть и Лена, и Татьяна, да, то есть я просто знаю. Леночка тоже участвовала впервые в чемпионате, да, и сразу заняла 1 место. И Танечка тоже участвовала в чемпионате, и тоже с первого чемпионата тоже 1 место. Ну, у меня как бы так не получилось. Так, и, значит, вот если вы готовите работу именно для того, чтобы выиграть, то вы и выиграете. Если вы готовите работу так, чтобы, ну вот,
вдруг я там что-то займу или, ну, поучаствую, посмотрю, то, в принципе, ну, есть, конечно, вероятность, но очень маленькая. И, на мой взгляд, побеждать намного приятнее, да, чем проигрывать. Но им не удавалось занять никакого призового места. И я понимаю, что такое действительно есть, потому что конкуренция сейчас очень большая, и если смотреть, например, вот зайти на аккаунт какого-то нейл-чемпионата и посмотреть просто, да, даже те работы, которые до этого, да, участвовали, или, например, вот в текущем чемпионате, да, когда уже вот проходит чемпионат, организаторы выставляют в профиле работы конкурсантов, да, призовые работы. И когда вы смотрите просто на эти работы, вы понимаете, вау, как у людей фантазии вообще хватило на то, чтобы это создать. И даже по фото, в принципе, да, понимаешь, насколько было это все трудоемко, насколько это было сложно и какое же должно быть мастерство у человека, да, чтобы вот это вот сделать. И, конечно, глядя на эти работы, может еще возникнуть такое, знаете, многие сейчас называют это синдромом самозванца, да, что, глядя на эти работы, у многих может возникнуть в голове такое ощущение, что «О, как круто! Да куда? Да я, да с такими там навыками, да нет, нет, я нет, не смогу, тут такие крутые там работы, я ничего подобного сделать не смогу, и поэтому нет, участвовать не буду». Это тоже большая ошибка. Почему? Потому что они участвуют в своей категории, они участвуют там, где они сильны, действительно сильны. Вам нужно выбирать именно те категории, те номинации, вернее, да, где сильны вы, и показать. И могу вам сказать, даже вот в нашей, да, команде есть девочки, которые не так давно пришли в команду, и вот здесь опять-таки возвращаюсь к наставнику, да. Наставник, он просто с вас не слезет, пока вы не сделаете работу, призовую работу. Наставник вам скажет, да, там, это не пойдет, это не так, это не то, это переделать, это уже устарело, там и все такое прочее. То есть вот эти вот все моменты полностью вам, как говорится, разжует и в голову заложит. Ну, то есть подготовить именно с наставником. Девочки, я вернулась. Полиночка, здравствуйте, здравствуйте. Анечка, здравствуйте. Наталья, да, здравствуйте еще раз. А, Вот, в общем, поэтому именно подготовка с наставником, она намного проще, и вы, то есть вы сразу понимаете, какую работу, в принципе, нужно сделать. И то, что она будет сложная, это да. То есть здесь, я говорю, наставник, он, ну, хороший, давайте подчеркнем, да, хороший наставник, именно тот, который вместе с вами будет подготавливать работу, а не просто ее собирать и не просто выставлять. Соответственно, когда еще такой момент, да, когда вы готовите работу, номинация стемпинг, так как она все-таки молодая номинация на всех нейл-чемпионатах, поэтому, собственно, конкуренции большой нет, да, честно вам скажу, конкуренции большой нет. Потому что, хотя сейчас, согласитесь, сейчас очень много преподавателей по стемпингу, да, там всяких различных мастер-классов, то есть там и спикеров очень много выступает с этой техникой. Действительно, стемпинг за последний там год-полтора очень сильно, скажем так, популяризируется, да, то есть как бы, то есть он стал уже более или менее модным, да, если раньше, например, нам под видео писали, Таня не даст соврать,
стемпинг это не модно, учитесь рисовать, и вот все вот в таком духе, да, то есть как бы то сейчас очень много действительно девочек, которым эта техника интересна, и которые хотели бы, ну, как-то, не знаю, там, учиться новым каким-то, да, техникам, или научиться, ну, как-то в голове у них не получается понять, как это было сделано, да, вот. Соответственно, а, так как стемпинг, можно сказать, что сейчас уже моден, да, то есть многие компании выпускают именно пластины для стемпинга и лаки для стемпинга. Если раньше, например, нужно было искать, выбор был не такой большой, и даже в Китае, в принципе, были пластины, но они ну, попадались, скажем так, очень часто попадались пластины с не очень хорошим качеством, то сейчас это намного реже, скажем так. Вот. Они, не говоря уже о лаках для стемпинга, да, лаки для стемпинга раньше тоже немного компаний выпускала, и поэтому и выбор там, и ассортимент был не такой большой, как сейчас. Сейчас вернусь к тому, что все-таки номинация стемпинг это молодая номинация, поэтому конкуренции немного. И мало того, понимаете, имея, например, не обязательно иметь, ну, на мой взгляд, да, не обязательно иметь там 150, там 200-300 пластин для стемпинга, там, я не знаю, там 100-200 лаков для стемпинга там, или гель-лаков для стемпинга. Как показала практика, те работы, которые я видела, которые участвовали на чемпионатах вместе со мной, ну, то есть я видела и то, что моя работа участвует, соответственно, я видела те работы, которые участвовали, да, тоже в этих чемпионатах. И как показывает практика, там, ну, я не буду вот прям вот сейчас как-то, ну, утрированно там до 10 пластин. То есть девочки использовали до 10 пластин. То есть я понимаю, что, например, вот я смотрю на работу и понимаю, что, например, вот здесь вот 2-3, может быть, там пластины использовалось, да, здесь, например, вообще там отпечатали там птичку с одной пластины, там животного какого-то с другой пластины, ну, то есть какие-то вот такие вот моменты, то есть понимаешь, что на самом деле для того, чтобы выиграть в нейл-чемпионате, в номинации стемпинг, много пластин не обязательно иметь, и много лаков для стемпинга. С каждым разом, вот как я вижу, например, да, вот эти вот работы, они все лучше и лучше становятся. Действительно, работы на чемпионатах в номинации стемпинг становятся все интереснее и интереснее. И я уверена, что и дальше так и будет. То есть уже многие понимают, что стемпинг можно сделать, и стемпинг, ну, то есть из стемпинг рисунков можно создать такую композицию, можно картину, да, целую, грубо говоря, скомпоновать. Вот. И все к этому, в принципе, и идет. Но очень часто, я еще раз повторюсь, и на сегодняшний день я встречаю вот на чемпионатах такие работы, что вот, например, типсы, да, и там где-то отпечатали солнышко, где-то отпечатали там птичку, где-то отпечатали бабочку, ну, то есть какие-то вот такие вот точечные моменты, да, ну, и, собственно, вот, собственно, и картина. И такие работы занимают призовые места, потому что, еще раз повторюсь, конкуренция небольшая. Так, Ирина, здравствуйте. Да, девочки, поотвечаю. Ирина, Анна. На днях была на отборочном туре на чемпионате Украины, и у нас нет такой номинации пока. Да, все верно, Анечка, все верно. Действительно, ну, сейчас нужно еще, знаете, поискать чемпионаты, где есть именно номинация стемпинг. То есть это прям нужно пока что искать. Скоро планируется моночемпионат именно по стемпингу. Очень интересная тема для меня, во всяком случае. Я очень жду этот чемпионат. Там это будет именно чемпионат только по стемпингу. Там будут номинации для разных техник стемпинга. Там
И мало того, подготовить, например, работу, да, нужно будет не обязательно, да, то есть как бы на вот таких больших, да, конкурсных типсах. Можно будет работу подготовить и на, ну, на вот таких вот обычных типсах, да, то, что, в принципе, мы используем типсы для выкраски, да, вот на таких типсах можно будет тоже подготовить работу, стемпинг работу. Для многих действительно сейчас, например, создать какую-то такую вот стемпинг-композицию, именно вот создать какую-то картину, либо что-то, ну, как-то еще в голове, наверное, ну, не складывается. А вот на вот этих вот маленьких типсах, в принципе, я думаю, что желающих уже будет больше, да, и то есть, в принципе, все это движение, оно уже будет более или менее развиваться и продвигаться, скажем так. Вот, а вообще, что касаемо еще чемпионатов, да, обязательно, конечно, нужно смотреть на судейский состав, обязательно. Обязательно нужно смотреть, в принципе, как себя чемпионат зарекомендовал. И неважно, знаете, там 17-й он, 18-й или 19-й, вообще неважно. Если глядя на работы первых, там, вторых и третьих мест, вы понимаете, что там работы как бы никак и ни о чем, да, и то есть хоть какие-то отрицательные, скажем так, ну, не то что комментарии, да, а высказывания, да, других людей, то, думаю, стоит к ним прислушиваться, потому что это все, на мой взгляд, не зря. Почему? Потому что, например, по моему опыту, да, мое первое участие в чемпионате, я заняла третье место, а другая девочка заняла первое место. Но если там сравнивать две работы, лично для меня до сих пор непонятно, как там та работа могла занять первое место. Но это лично мое мнение. Кто-то мое мнение также разделил в комментариях, да, но тем не менее, тут судьями никто не спорит, но неприятно, согласитесь. Вот, на другом чемпионате, да, второй чемпионат, в котором я участвовала, там наоборот была ситуация, понимаете, то есть моя работа заняла первое место, и несколько девочек, которые участвовали в этом чемпионате, они не заняли вообще никакого места. И там то есть не было ни второго, ни третьего места, то есть было только первое. И как тогда организаторы объяснили, они сказали, что ну, вот эта вот судейская система, она в итоге те работы не набрали необходимое количество баллов для того, чтобы занять второе и третье место. То есть, да, моя работа набрала определенное количество баллов, а те работы нет. Оценивают работы. Я же говорю, это очень такой вот сложный момент. Я еще до конца в этом особо не разобралась. Почему? Потому что у меня на моем опыте всего 4 чемпионата. 3 из которых по баллам были ну, плюс-минус одинаковые, да, то есть как бы судейство проходило примерно в одинаковых рамках, скажем так. И 4-й чемпионат, там было абсолютно другое судейство, то есть там была 30-бальная система, и там совсем по-другому, в общем, оценивались работы. И это тоже нужно учитывать. Так. Так, Наталья. Здравствуйте, Наталья. Ой, опоздала. Виктория, сохраните видео. Вы супер. Спасибо большое. Спасибо, Наталья. Ваши работы самые лучшие. Не понимаю, как вам не давали первое место. Столько раз. Спасибо большое, Наталья. Ну, как бы, понимаете, сейчас я покажу вам все свои работы. Как я сказала, на сегодняшний день их у меня 3. Вот, одна работа участвовала в 2 чемпионатах. Вот, собственно, все, что я хотела, в принципе, рассказать о самих чемпионатах. Вот, если у вас есть какие-то вопросы именно по чемпионатам, то задавайте, я как бы на них отвечу. Просто сейчас, когда я уже буду показывать вам свои работы, я хотела бы больше, ну, немножко, скажем так, акцентировать именно по работам, да, то есть какие-то моменты, какие-то нюансы. Возможно, кому-то это будет интересно, возможно, кого-то это сподвигнет на участие в чемпионатах.
именно в номинации стемпинг. Все, что я, ну, по своему, во всяком случае, опыту, да, все, что я знаю, я расскажу, покажу. Пожалуйста, ничего скрывать не собираюсь от вас. Как вы искали наставника? Интересный очень вопрос, Анечка, спасибо вам огромное за вопрос. Наставника. Когда я участвовала на чемпионате Nail Olymp, там была у них такая, скажем так, услуга, да, то есть бесплатная абсолютно, то есть вам предоставляли на чемпионата. То есть этот наставник готов был ответить на все ваши вопросы, которые вас интересуют именно по регламенту чемпионата. То есть вы могли задать абсолютно любой вопрос. У меня было, как после первого чемпионата, там, где у меня, после которого у меня осталось куча просто вопросов, соответственно, все эти вопросы я задавала вот этому наставнику, Елена Савельева. Что меня, скажем так, беспокоило, да? Ну, во-первых, я спрашивала, если мы раскрашиваем стемпинг, да, то есть именно в технике раскрашенный стемпинг, если мы выходим за рамки рисунка, то есть что в этом случае? То есть это будет считаться прорисовкой, или это, ну, как бы есть эта возможность, или нет, да, то есть, но это именно в технике раскрашенный стемпинг. Например, если я спрашивала, если мы, например, участвовала я тогда в номинации реверсивный стемпинг. И, конечно, у меня был вопрос, да, то есть, хорошо, я раскрашиваю стемпинг рисунок в технике реверсивный стемпинг, затем переношу на типс. Могу ли я уже потом поверх как-то дополнить, да, доиграть, там, где-то расставить тени или что-то, но, опять-таки, не выходя за рамки стемпинг рисунка. То есть на все вот эти вот вопросы мне отвечали. Еще также у меня был вопрос, потому что во многих регламентах пишется, что нельзя там типа что-то продолжать, стемпинг рисунок как-то, ну, нельзя дорисовывать, да, там или что-то. Я также спрашивала, что они имеют в виду, насколько работа должна быть выполнена в технике стемпинг, насколько работа должна быть выполнена в технике реверсивный стемпинг, сколько можно применить техник, да, стемпинга в одной работе, да, будет ли считаться ошибкой, скажем так, определенная постановка типс. Все эти вопросы, понимаете, они с одной стороны могут показаться незначительными, но с другой стороны, когда идет судейство, это все учитывается, да. Ну, то есть как, давайте скажем, когда идет квалифицированное судейство, да, потому что есть, конечно, такие судьи, которые просто смотрят на работу, нравится, не нравится, ну все, как бы на этом и поставили баллы, да, но если идет именно там и где, например, есть такой цвет, где есть такой цвет, а ну, как-то не конфликтуют ли цвета, то есть колористика, там очень много, в общем, всего, да. И, соответственно, когда на Nail Олимпе я пообщалась с Еленой, я, кстати, не буду скрывать, я показала ей свою работу, да, вот эту вот, которая у меня участвовала в первом чемпионате, я показала свою работу, попросила, чтобы она и непосредственно на моей работе сказала, что и как, и где не так, да, то есть указала мне на ошибки. Вот, она, конечно, мне все рассказала, сказала, что не так, да, то есть как бы, скажем так, что было бы, в каких моментах было бы хорошо, если бы я это поменяла, скажем так, да, то есть мы обсуждали именно уже состоявшуюся работу, да, которая уже участвовала, то есть в которой, в принципе, ничего уже менять не нужно было и не надо, вот, то есть мы именно обсуждали именно с такого ракурса. И, соответственно, ей же я показала ту работу, которая на этом чемпионате заняла первое место. И, ну, собственно, реакция наставника, да, вот Елены Савельевой была однозначной. То есть она сказала, нет, ну тут, конечно, что тут скажешь, тут совсем работа как бы даже обсуждать сложно. Ну, собственно, ее мнение, в принципе, совпало и с моим мнением. Поэтому я так думаю, что не я одна, в общем,
считаю, что моя работа была намного сложнее и, в принципе, намного интересней. Вот. Таким образом, после того, как я пообщалась с Еленой, то есть мы поговорили по телефону, то есть на все вопросы она мне ответила, и она мне рассказала о том, что можно готовиться непосредственно уже с инструктором, с тренером, и то, что у нее есть команда, которую она ведет. Это, знаете, это такое как бы платное, то есть это не бесплатно, конечно же. И, соответственно, там можно... И человек помогает тебе подготовиться к одному чемпионату. Либо ты оплачиваешь сумму, скажем так, на год, либо на 2 года, там, я уже не помню сейчас, там, какой еще там был промежуток. В общем, я для себя просто на тот момент решила то, что я уже, в принципе, участвовала на тот момент в 2 чемпионатах, и я решила, что я, пожалуй, еще годик посижу в чемпионатах, поучаствую, и, соответственно, раз мне в любом случае будет нужна помощь, то я, в общем, взяла договор на год. И поэтому этот год, ну, я не знаю, как там дальше, в общем, будет, этот год я планирую поучаствовать в чемпионатах. Ну, во всяком случае, в тех, собственно, в которых будут номинации именно по стемпингу. Так, Анна, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Наталья, очень интересно, можно ли стемпинг наносить как-то типа того, как делают аквариумный дизайн на верхние формы для ногтей? Да, можно. Да, как раз вот мы сейчас, конечно, можно это тоже делать. Я вообще, в принципе, на сегодняшний день пока что не нахожу такого дизайна, либо какой-то такой работы, которую нельзя было бы сделать в стемпинге. При этом там не нужно каких-то особых навыков, в принципе. Вот так, если мы говорим именно про аквариумный эффект, да, то есть как бы правильно, да, я поняла, то, в принципе, это просто отпечатанный рисунок. Единственное, раскрашивать, если его либо акварелью, либо, ну, то есть полупрозрачными, да, какими-то такими цветами, заново перекрывать потом топом, то есть делается слой топа, опять накладывается рисунок, опять раскрашивается, то есть более такими полупрозрачными, скажем так, цветами. При этом хочу заметить, что именно если мы говорим про аквариумный эффект, то здесь я бы наоборот даже советовала использовать не лаки для стемпинга, а обычные лаки, у которых не такая ядреная пигментация. Тогда эффект получается более, скажем так, аквариумный, да, то есть если мы используем менее пигментированные лаки, то есть я пробовала просто уже тоже эту технику, если именно ну, то есть для создания такого дизайна, аквариумного именно эффекта в стемпинге, использовать именно лаки для стемпинга, да, то есть они же пигментированы, то здесь, да, можно добиться, конечно, можно добиться аквариумного эффекта, но он уже будет, ну, скажем так, менее читаем. Вот. Так, надеюсь, Наталья, я ответила на ваш вопрос, да. Сейчас я вот ставлю, вот видите, то есть оно вот прям перед лицом у меня, вот эта вот штука, ну, штатив вот висит вот прям перед лицом, поэтому на прямых эфирах мне, конечно, очень сложно, да, вот где-то там вот что-то делать, то есть мне приходится вот так вот подлезать там как-то то с этой стороны, то с этой стороны, то есть не совсем удобно это все делается. Я сейчас перевожу камеру, девочки, да, то есть как бы не прощаюсь и покажу вам свои работы. Так, надеюсь, так тоже видно. Так, лампу немножко теперь цвет добавлю. Итак, вот это, значит, моя первая работа. Вы знаете, многие вот девочки, которые ко мне приходят, вот им эта работа очень нравится. Ну, во-первых, сочетание цветов, да, черное,
такое вот красное, ядреное, то есть тут зеленый, понятное дело, что камера, она немного съедает цвет, да, все равно, как ни крути, но на черном фоне это действительно все смотрится такое неоновое, да, то есть вот яркое, сочное. Ну и вот это вот то, что змея, да, это было сделано в технике стемпинг литье, вот, она вот как бы так вот переходит у меня с одного типса в другой. И вот эта голография, она не очень тоже хорошо видна. Ну, скажем так, это вот надо еще поймать там какой-то угол, да, вот чтобы была видна вот эта вот голография. А так переливается это на солнце, это просто вырви глаз. То есть этот дизайн, он прям вот, он бросается в глаза, реально прям бросается в глаза. И, ну, на мой взгляд, сочные, яркие. Какие ошибки были именно в этой работе? Во-первых, значит, номинация была, тема этой работы была, тема этой работы была «Летний букет». Собственно, по этой причине я именно вот таким образом выложила типсы, да, то есть разложила именно вот так типсы, ну, чтобы типа это букет, да, то есть, ну, вот такой вот как бы веером, да, букет. Возможно, это никто не понял этого, но для меня это было на тот момент так. Первую работу я готовила полностью сама, здесь как бы, ну, вот такие мысли у меня были в голове. Как я выполняла эту работу, я видео как бы в принципе показывала, да. Здесь и гель лаками стемпинг, ой, и гель красками стемпинг был выполнен, стемпинг литье, да, техника такая, стемпинг раскрашенный пигментами. В принципе, ошибка была в чем? Ошибка была в фоне, да, то, что тема «Летний букет», то есть фон, тут за фон явно мне сразу снизили баллы, это, ну, скорее всего, точно. Фон нужно было выбирать все-таки, сделать фон какой-то такой более красочный, скажем так, более летний, да, вот так вот скажем. Но на тот момент, опять-таки, да, когда я первый раз готовила, ну, сама, то есть это первый чемпионат, я думала, что на черном фоне это будет прям ващ, да, то есть мне прям это очень нравилось, что именно черный фон. И на черном фоне навряд ли типа кто-то будет делать стемпинг, потому что на черном фоне, как вы сами понимаете, для того, чтобы рисунок, стемпинг рисунок был ярким и сочным, это нужно еще постараться, и нужно, ну, очень хорошие пигментированные лаки, да, то есть как бы иметь. Поэтому, в принципе, все, кто эту работу видит вживую, они все, ну, им очень нравится, потому что сама работа, ну, многие, как говорят, в стиле Дольче Габбана, да, то есть она сделана, вот, и мне она тоже до сих пор очень нравится. Я понимаю, что, да, тема была «Летний букет», фон как бы не совсем правильный, но тем не менее. Еще какая ошибка, да? Ну, во-первых, да, вот я вот так вот типсы расставила, это не то чтобы ошибка, нет, но из-за того, что вот здесь вот, да, скажем так, большие такие вот пробелы, то есть, скажем так, сделать, например, розу так, чтобы вот она переходила с одного типса в другой, ну, согласитесь, немножко как бы сложновато. А по розы подразумевались, поэтому крупные розы подразумевались именно в верхней части типс. Соответственно, в верхней части из-за этих пробелов, то есть никакого перехода, ну вот скажем так, одну розочку, если бы, например, я разместила бы по, ну вот, на 2 типсы, да, это было бы для судей, это было бы лучше, скажем так. То есть это бы оценилось большими баллами. А у меня здесь переход только, вот, то, что змея, да, переползает с одной типсы на другую. И еще хочу такой момент, вот, да, тоже. В принципе, я в видео показывала, да, вот разницу, да, между большими вот этими конкурсными типсами и вот типсами для выкраски. И мы с вами знаем, что стемпинг рисунки, они в принципе, да, рассчитаны, ну вот, максимум. Да, есть, конечно, такие пластины, где там большие рисунки, но большинство, ну согласитесь, большинство стемпинг пластин рассчитаны вот именно вот на такой размер. И тогда, когда я готовилась вот к первому чемпионату, мне было как бы немного сложновато, скажем так, что-то такое вот сделать именно
на нескольких типсах, чтобы был какой-то вот один такой вот рисунок большой. То есть было сложновато. Ну и, скажем так, мне это в голову на тот момент не пришло. Вот. Но после того, как я с наставником пообщалась, да, то есть она мне объяснила, что да как, и как было бы неплохо, то есть я всю идею поняла, и, собственно, следующая моя работа. Так, еще что по этой работе. Так, сейчас я, девочки, еще вас почитаю. Анечка пишет «красота». Леночка пишет «тоже красота». Супер, красотища. Очень нравится эта работа. Да, мне эта работа тоже очень нравится. На мой взгляд, она очень стильная и необычная. И, в принципе, она, не могу сказать, что она сложная. Единственная сложность здесь была, это вот если у кого-то сложность работы в стемпинге гель-красками, то да, это будет сложно. Если у вас нет проблем в стемпинге использовать гель-краску, то, собственно, не сложно, потому что отпечатанный рисунок раскрашивался пигментами. Да, то есть и еще был такой момент, вот я так думаю, что вот судьи, да, они посчитали, что вот здесь у меня там недопечатано что-то, да, там, вот здесь там недопечатано. На самом деле это сам рисунок на пластине для стемпинга, сам рисунок, он вот такой вот прерванный, да, это не потому, что я там как-то плохо отпечатала, а просто сам по себе рисунок уже на пластине, он прерванный. Но, видать, судьи это тоже не, скажем так, не совсем поняли. Еще такой момент, да, то есть если вы уж понимаете, что где-то, например, могут вас вот так вот не понять, то в таком случае уже тогда не выбирайте такие рисунки, где вот есть какие-то вот такие вот прерывистые линии, да, могут посчитать, что, ну да, действительно плохо отпечатали. Еще что так, здесь я решила сделать объемными розы, и как мне сказали, что это не стемпинг, а это объемный, просто объемный фактурный дизайн. Вот. Но, наверное, для некоторых людей просто объемный стемпинг это еще где-то там, далеко-далеко и не знаком, скажем так, объемный стемпинг. Вторая работа. Эта работа участвовала на чемпионате Nail Olymp. Это была работа уже, конечно, посложнее для меня. Да, для меня просто на тот момент я композицию, вот это все, я уже все сама придумала, как это будет, что это будет. После того, как я пообщалась с наставником, ей моя идея очень понравилась. Она сказала, да, если это сделать, это как действительно супер. Вот. Но единственное, да, конечно, с ее стороны были подсказки по поводу того, что, например, вот здесь вот, да, там розовое что-то, то и здесь должно быть где-то что-то розовое. И вот сами, да, тоже посмотрите, если, например, убрать вот эти вот цветочки, да, то здесь получается очень темная часть, а здесь вот такая вот прям яркая красочная часть. И мало того, то есть здесь еще такой момент, многоплановость. Очень, ну, скажем так, немаловажно для судей в работе, в любой работе. Художественная роспись, китайская роспись, там, не знаю, лепка. Все равно смотрят, есть такой просто критерий, как многоплановость. То есть задний фон, вот где-то прям далеко-далеко, ближе, ближе, ближе. Вот чем многопланнее, скажем так, да, не знаю, как правильно сказать, да, это тоже совсем неплохо. Но, тем не менее, если у вашей композиции много планов, да, то есть вот, то это еще лучше, вот так вот скажу. Как я делала дерево, я вам тоже показала, да, то есть как бы видео показывала, как из маленького дерева можно сделать большое дерево. Здесь, в принципе, к моей работе было тоже немало вопросов, хотя эта работа уже участвовала именно в номинации «Реверсивный стемпинг». Если, например, первая работа, там была просто номинация «Стемпинг», то здесь была номинация «Реверсивный стемпинг». Поэтому я по максимуму старалась сделать все именно в этой технике. Вот эти города, они могут показаться просто отпечатанными, но на самом деле они были отпечатаны одним цветом, изнутри отпечатаны другим цветом. Следующий слой городов был отпечатан другим цветом и раскрашен уже другим. Ну, то есть вот меняла, да, вот так вот цвета, чтобы города в итоге, ну, вот эти вот здания, вернее, друг на друга в итоге потом, ну, не превратились в кашу. Следующий фон, вернее, следующие
ряд уже брала потемнее лак, да, то, что было понятно, то, что это там где-то там светлее, а где-то чем ближе, тем темнее, скажем так. Вот, экспозиция, вот что-то в этом роде, да, если говорить про художественное какое-то образование, у меня нет художественного образования, ни грамма. Как вы знаете, рисовать я совсем не умею. Вот. Техник здесь, конечно, да, тоже было очень много применено, но основная техника это была, конечно, техника реверсивный стемпинг. Как вот я платьишко поменяла, да, тоже девочки, тоже она полностью раскрашена в технике реверсивный стемпинг, раскрашена была гель-лаками, да, то есть тут вот можно увидеть амбре, да, то есть такой, ну, градиент, скажем так, плавный переход с одного цвета в другой. Боялась просто тоже переборщить, хотела, чтобы именно было вот там где-то в каких-то моментах это видно. Обычным лаком для стемпинга этого сложно добиться, поэтому этого добивалась при помощи гель-лака. К шарику были тоже вопросы, да, то есть как это было, так он отпечатан, что типа тоже посчитали, что возможно прорисовка, да, потому что корзинка у шарика коричневого цвета, потом идет красный цвет с оранжевым, потом желтый с розовым, то есть каким цветом в принципе был отпечатан тогда этот. Журавли были сделаны в технике Stamping Shadow, Stamping Тень, и здесь тоже для многих, многие подумали, что здесь тень прорисована, но она сама по себе настоящая, то есть это реальная тень от стемпинг рисунка. Ну, собственно, к цветочкам, там, к птичкам тут вопросов, конечно, не было. Но, тем не менее, да, эту работу тоже очень обсуждали, потому что были вопросы, в общем, как это было сделано. Но на все вопросы я, собственно, ответила. И за меня, опять-таки, да, вот здесь вот возвращаюсь к тому, что когда у судей возникают вопросы, то есть они задают их наставнику, да, то есть и наставник предоставляет все пластины, то есть у моего наставника были все пластины, которые я использовала, то есть шарик с какой пластины, города, вот здания, да, с какой пластины, орхидеи с какой пластины, дерево с какой пластины. И по поводу дерева, да, там была пластина, на которой были вот такие вот маленькое деревце, да, то есть я показывала. И то есть наставник объяснял то, что здесь просто вот сначала отпечатали ствол, а потом вот выше подняли. Ну, то есть потому что если, например, смотреть, девочки, сейчас вот она, да, то есть вот давайте наглядно, да, вот оно, это дерево, и вы же видите, да, что оно намного меньше, так, там бликует, вы же видите, да, то, что оно намного меньше, чем дерево у меня на типсе. И, конечно же, у судей возник вопрос, вот оно дерево, да, а здесь оно совсем другое, и типа, что вы нам тут рассказываете. Но видео я показала, как я это дерево, в принципе, делала, и вот оно, собственно, это дерево, вот, которое в итоге стало большим. То есть это все объясняла за меня, скажем так, мой наставник, то есть все рассказывала, как и что было сделано. Какие сложности у меня возникли в этой работе? Самая, скажем так, большая сложность это была именно вот эта девушка. Эта девушка, ну то есть на 3 типсах ее нужно было разместить, и мало того, да, то есть ее нужно было собрать, отпечатать именно таким образом, чтобы, ну то есть вот эти вот моменты, они сходились, чтобы, ну, грубо говоря, платьишко сходилось, да, на этом типсе, часть руки на этом типсе. И с одной стороны может показаться, что это, да, что там сложного, да, собственно, ну что, отпечатали там, раскрасили и перенесли. Но на самом деле, вот сейчас покажу я вам, отпечатывался этот рисунок, конечно же, частями, да, то есть частями. Я работала именно прозрачными штампами, потому что непрозрачными штампами это абсолютно невозможно, ну, то есть это очень сложно. И, соответственно, то есть если вы ставите 2 типса рядышком и пытаетесь перенести рисунок, то у вас этого не получится. То есть вам в любом случае нужно
разделить типсы и подогнать, вот именно отпечатать так рисунок, чтобы вот он прям подошел. И поверьте, это сделать ну вот совсем непросто. Я ставила отметки, да, то есть карандашиком ставила отметку, куда у меня должен попасть пальчик. И хорошо, если у меня пальчик попал, ну вот как-то я там, не знаю, немножко, вот у вас же на штампе только, скажем так, только рука, и вы немножко как-то повернули, отклонились, то у вас не сойдется верхняя часть, да, то есть и вот эти вот моменты в платье, да, то есть, ну вот в самом наряде девушки, да, тоже как бы очень сложные. Но здесь я, в принципе, тоже отпечатывала вот эту часть отдельно, да, то есть от рисунка, и тоже подгоняла так, именно чтобы и верхняя, и нижняя часть сошлась. Ну, то есть здесь самое сложное в этой работе было именно вот эта вот девушка. Вот, если есть вопросы по этой работе. Так, Анечка, сейчас. Мисс Ольга, здравствуйте, мисс Ольга, рада вас видеть. Рада. Так, Наталья, Вика, вторая работа — это вообще взрыв мозга, мини-картина, супер. Наталья, спасибо огромное. Анечка пишет, вот эта работа вообще бомба. Моя клиентка увидела у вас на видео и теперь ходит и просит. Говорит, ну сделай мне Японию, да. Анечка, спасибо большое. Мисс Ольга, работа потрясающая. Девушку по частям, наверное, отпечатывали. Можно вопросительный знак. Сложно было совместить в единый рисунок. Вопросительный знак. И Ирина Васильева, очень красивая работа. Да, Ольга, да, действительно, девушку было очень сложно отпечатать. По поводу еще, да, тема, вот у этой работы была тема fusion. Еще забыла, да, самое главное сказать. Кто-то из девочек спрашивал у меня. Соответственно, сочетать несочетаемое, то есть нужно было, тогда я тоже спросила у организаторов, что они имеют в виду, да, сочетать несочетаемое. Может быть, это какие-то несочетаемые техники, да, может быть, это какие-то несочетаемые, я не знаю, там, фактуры, да, но мне сказали, что, к примеру, зима, лето, да, Европа, Азия, там, Восток, Запад, да, то есть вот как-то вот так. И поэтому, собственно, я и приняла такое решение, что я буду делать, здания буду брать с разных стран. То есть мы, если уж посудить, философия была всей этой композиции такова, что все мы друг от друга где-то находимся, скажем так, кто-то на востоке, кто-то на западе, да, то есть в зависимости от того, в какой части земного шарика мы находимся. То есть кто-то в любом случае у нас либо на востоке, либо на западе. И, соответственно, вот здание и сама девушка. Да, то есть сама девушка на рисунке, если я вам сейчас... Я показывала видео, да, то есть вот это... Тут мне что понравилось? То есть у нее традиционный восточный наряд, да, традиционный, но с элементами, ну, скажем так, западной, ну, европейской моды, да, то, что животный принт, да, поэтому мне и понравился этот наряд, поэтому я и решила именно эту девушку применить к этой работе. Ну, и так как в цветах тоже, да, орхидеи и сакура, ну, как мне показалось, ну, шарики это чисто так дополнение было, там кораблик, какие-то такие детали, которые нужно было просто добавить. Но здесь тоже, да, то есть не только восточные какие-то, да, цветы, а вот еще и орхидеи. То есть философия была именно в том, что сочетать, раз нужно было сочетать несочетаемое, то Восток-Запад взяла такую как бы за основу, и также за основу был взят вот именно вот этот знак, да, символ, знак инь-янь. Да. И здесь у девочки на самом деле, там как видео показывала, был дракон, но я вот именно вставила вот этот элемент, дабы подчеркнуть еще раз, да, саму тему, сочетать несочетаемое инь на этой композиции. Так,
Ольга, я думаю, что я вам ответила, да, на ваш вопрос по поводу того, как было, сложно ли было отпечатать девушку. Да, действительно, я ее отпечатывала частями. Могу даже сказать, вот голова, а, прическа и шея девушки была отдельно отпечатана. Вот этот рукав был отдельно отпечатан. Здесь тоже, ну вот это вот отдельная часть, это тоже отдельная часть. И вот здесь вот я отпечатывала вот начало наряда, да, то есть отдельная часть, и низ наряда, тоже отдельная часть. Все по частям. И вот представляете, вот так вот потом как пазл, то есть мало того, что отпечатать, мало того, что раскрасить, да, то есть это же еще в технике реверсивный стемпинг, то есть это же все еще раскрашено изнутри, то потом это еще собрать. И поверьте, эту девушку я собирала не один, не два и не три раза. То есть не было такого, что вот я отпечатала какую-то деталь, начала я с головы, потому что я понимала, что голова должна быть как-то не между двух типс, да, а вот именно на какой-то одной, на каком-то одном типсе, поэтому начинала я с головы и потом вот дальше вот уже вот так вот собирала. При этом не должно было, да, то есть видно каких-то швов, да, то есть кто вам, то есть никто не поймет, да, что, ну, во всяком случае, мне не хотелось, чтобы кто-то понял, где и какая часть была отдельно собрана, да, поэтому я старалась по максимуму собрать именно так девушку, да, чтобы было такое ощущение, что вроде как вот взяли вот так вот и отпечатали целым рисунком. Но в итоге собирать было очень сложно, я говорю, как пазл, и собирала я это, говорю, там вот каждый элемент я по нескольку раз делала, переделывала. И, в общем, вот так вот. Так, Ирина, очень красивая работа, спасибо большое. Полина, ваши техники завораживают, очень много труда вложили. Да, действительно, Полина, ну, каждая работа заняла у меня и время, и силы, и мою какую-то, я не знаю, вот частичка меня вложена в каждую мою работу. Как я в начале видео сказала, каждый раз, никак иначе. То есть любая моя работа была, готовилась именно с той целью, чтобы победить. Анастасия. Здравствуйте, Анастасия. Даже бы и не подумала, что эта работа выполнена стемпингом. Просто шикарно. Заряжаюсь вашими видео и пробую на клиентах стемпинг. 11 лет только рисовала, а мода сейчас диктует дизайны не от руки. Анастасия, как же я вам завидую, как же я вам завидую. Я вообще белой завистью, я знаю, что ее не бывает, белой зависти, но я очень завидую девочкам, которые умеют рисовать. У меня, ну вот я много раз пыталась, но ну, никак у меня не получается. Не мое, в общем, это. И девочки, которые умеют рисовать, это же просто какое-то волшебство. Особенно, да, вот на ногтях, на ноготках, да, там умудриться, ну, я не знаю, там такие тоже картины рисуют. Поверьте мне, если вот я видела просто работы, да, на чемпионатах, там, где на одном типсе, на одном маленьком типсе, там целая история, целая картина, там, я не знаю, или портреты. И когда смотришь на эти работы, думаешь, ну как это возможно? Здесь-то что, большие типсы, да, действительно, отпечатали и ладно. То есть рисовать ничего не приходится, но я очень завидую девочкам, которые умеют рисовать. И я с вами соглашусь, Анастасия, действительно, мода диктует, скажем так, сейчас быстрые дизайны, да, дизайны, на которые уходит там 5, максимум 10 минут, потому что все там ценят сейчас свое время. Ну и раньше, в принципе, ценили, но, видать, раньше как-то люди уже изначально, да, выделяли на маникюр больше времени. Вот. И поэтому, наверное, именно поэтому сейчас, наверное, стемпинг вот так вот продвигается. И море как настоящее. Это гель-лак? Нет, море это акварельные краски. То есть фон полностью сделан акварельными красками. То есть, да, кстати, мисс Ольга,
Большое-большое спасибо за вопрос. Вот тоже спасибо, Ольга. Блин, вот я бы забыла точно. Дело в том, что фон, да, под стемпель указано, да, то есть какими материалами можно сделать вообще, в принципе, работу, да, там и фон в том числе. Очень многие сейчас делают фон именно гель-лаками, да, делают такой градиент, и это уже такой как бы красивый, такой интересный получается фон. Но я на тот момент решила использовать акварельные краски, они тоже как бы разрешались в качестве фона, и акварельными красками делала. Вот. Но вот этот момент по поводу фона, его тоже нужно учитывать, потому что на разных чемпионатах это все по-разному. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание. Так, Анечка пишет, Виктория, а типсы демонстрационные, они по регламенту на всех чемпионатах одинаковые или у каждого чемпионата по-разному запрос? Анечка, вот вам тоже большое-большое спасибо за вопрос. Значит, смотрите, сейчас вот, Анечка, сейчас вот начну просто, наверное, сдалека. Вот посмотрите на эти типсы. Да, у них есть арка, да, но они вот, если, например, вот так на них смотреть, они довольно плоские. Это тоже конкурсные типсы. Ну, просто вот они такие. А теперь покажу вам вот эти типсы. Мало того, что тут и продольная арка, и поперечная арка. Короче говоря, здесь еще была сложность, да, мало того, что рисунок, да, то есть разместить, так из-за того, что типсы вот такие дугообразные, рисунок-то ложится тоже, ну, то есть мы отпечатываем рисунок, но когда смотрим на него вот так, да, то есть рисунок немножко становится мельче, скажем так. Я все-таки достану, наверное, сейчас одну секунду. Я прошу прощения. Да, просто Анечка тоже задала очень интересный вопрос, и я планировала об этом рассказать, но вот у меня, как всегда, я начинаю нервничать, переживать, в общем. Так, сейчас ты у меня еще не. Так, ну вот еще и телефон съехал. Так, вот посмотрите. Вот смотрите, эта девушка, да, и вот она. То есть на пластине это вот все-таки мы смотрим, да, плоский рисунок. То есть вот он плоский. Когда мы начинаем переносить его на типсы, то, соответственно, у нас тут кое-что смещается, скажем так. И когда мы начинаем собирать рисунок по частям, вот именно, да, по частям, вот смотрите, например, здесь, например, четко видно, вот она линия юбки, да, вот она есть, но рукав, вот видите, то есть он практически подходит к юбке. Не знаю, вот так вот видно? Практически вот около юбочки, да, то есть ее. А здесь мне пришлось из-за того, что вот немножко было смещение, да, то есть как бы вот оно пошло смещение, и мне пришлось рукав вытянуть вот сюда. Ну, то есть его немножко, скажем так, вот немного задрать. Так-то это особо и незаметно может показаться, да, но в итоге, когда мы начинаем собирать рисунок стык в стык, да, то есть как бы это очень большую роль играет, очень большую. Поэтому, да, то ли дело плоский рисунок, а то ли дело вот такие вот типсы. По поводу того, на каких чемпионатах, какие типсы. В основном сейчас нейл-чемпионаты – это те чемпионаты, где участвуют уже, ну, такие как бы, это конкурсные работы, да. То есть, а конкурсные работы, они выполняются именно на конкурсных типсах. Но на последнем чемпионате, на котором я участвовала, этот чемпионат проходил в Белоруссии, «Звездное время» назывался этот чемпионат, вот про который я говорила, там было совсем другое судейство, и моя третья работа, она там заняла второе место, а первое место заняла работа, которая была выполнена на немного такое, ну это в принципе не ругательное слово, да, на самопальных типсах.
на некоторых чемпионатах разрешаются самопальные типсы. Что такое самопальные типсы? То есть это можно при помощи акригеля, да, ну, скажем так, сделать типсы, сделать их не настолько, скажем так, дугообразными, и можно сделать их не настолько арочными, скажем так, да, соответственно, вот работа, которая заняла первое место, она была сделана на самопальных человека, который эту работу выполнял. Там была интересная работа, там была интересная идея, скажем так, давайте я так скажу, там была интересная идея, вот, но там в работе было очень много что нарисовано, то есть я уже своим глазом, да, понимаю, что где что именно нарисовали, то есть не то, чтобы вот стемпинг, да, сделали и где-то что-то там дорисовали, а там именно было очень много что именно нарисовано, то есть вот нарисовали и где-то вот отпечатали стемпинг. Вот работа вот тоже заняла первое место. Поэтому я и говорю, сейчас в принципе, ну вот по моей практике, то, что я вот вижу, те работы, которые участвуют на чемпионатах, абсолютно спокойно можно занять призовые места. Ну вот чуть-чуть как-то, может быть, там что-то сделать не совсем обычное, да, и поверьте, первое место, первое, второе, третье, ну то есть призовое место вам обеспечено. Так, Анна, по-моему, ответила, да, вот на ваш вопрос. То есть есть чемпионаты, где разрешаются самопальные типсы. Есть чемпионаты, где именно работу нужно сделать на конкурсных типсах. Но также есть чемпионаты, где, ну вот во всяком случае, планируется скоро чемпионат. Там тоже будут, ну, чемпионат будет только по стемпингу, и там можно будет сделать работу и на простых типсах для выкраски. Ну и вот моя третья работа. Я объясню тоже, понимаете, мы тоже пока работа, скажем так, свое не отгуляет, да, мы особо не демонстрируем работы. Почему? Потому что, возможно, например, та или другая работа будет участвовать в каком-то еще другом чемпионате, поэтому работы особо не показываем. Но я уже для себя решила, что эти работы уже не будут больше нигде участвовать. Сейчас я готовлю свою четвертую работу. И вот она, третья работа моя. Эта работа самая сложная работа. Почему? Потому что здесь очень много мелких деталей. То есть это прям вот такая, да, то есть вот это вот так вот, да, не знаю как. Вот штатив вот мешает. Так, вот она бабочка, да, то есть как бы вот здесь крыло бабочки. И вот она бабочка. Да, бабочка. И лотос. Ну, с этой стороны я бабочку просто сделала, с этой стороны лотос. В этой работе я первый раз применила технику 3D стемпинг. Я не знаю, девочки, ну, до меня кто-нибудь использовал эту технику? Нет, не знаю, ничего не могу сказать. Я просто сама до этого дошла, и поэтому, собственно, решила применить ее именно в своей работе, и дальше уже потом уже показала всем, как говорится, на ютубе и в инстаграм, да, у себя на страничках. Здесь, значит, тема была первый раз, вообще эту работу я готовила на чемпионат Nail Bridge. Это молодой чемпионат, но там очень опытные и квалифицированные организаторы, и организатором ну, то есть этого чемпионата также является и тренер, да, Елена Савельева. Вот. И там такая номинация была флористика, и в принципе можно было там делать любыми различными техниками стемпинга, но 3D стемпинг он в принципе там не предусматривался. Но так как можно было делать различными техниками, в принципе, поэтому я и стала делать. Да, мне интересно было именно, чтобы такое вот придумать,
в теме флористика, потому что тема флористика – это очень распространенная тема на нейл-чемпионатах. В итоге, когда я начала готовить эту работу, я поняла, что у меня очень мало цветов, очень мало. То есть на всех пластинах, которые у меня есть с цветами, я стала перебирать цветы, и я поняла, что у меня очень мало цветов. Задумка была такая, что не именно какие-то одни, да, цветочки сделать, там розы, ирисы, там, вот, или ромашки. Задумка была именно сделать в горшках, да, в цветочных горшках разные цветы. И я думаю, многие из вас сейчас догадались о том, что вот, например, вот этот цветок, это все с одной пластины, Born Pretty, старая, очень старенькая пластина, и вот на ней как раз-таки большинство цветов я и взяла. Лотос, кстати, тоже, да, вот эти вот маленькие деревья вы видели, вот которые они маленькие. Здесь мне просто захотелось сделать уже не сакуру, а сирень, и вот, собственно, я сделала тут и тут сирень. Философия этой картины состояла в том, что тут вот девочки, то есть они ухаживают как-то, собирают цветочки, потом куда-то их увозят. Тут, видите, тут точно так же есть и многоплановость, да, то есть там где-то далеко лес, чуть поближе тут у нас сад, тут вот девочки у нас там что-то делают, да, а здесь у нас как бы такой пруд, и здесь у нас цапля, да, цапля, наверное, цапля. Тут также мне пришлось уже тоже по ходу создания этой работы, да, то есть я делала зеркальное отражение самой цапли, да, то есть, не знаю, вот всю красоту, конечно, да, сложно передать, вот, то есть делала зеркальное отражение цапли, причем я стала смотреть, какие они вообще бывают, эти зеркальные отражения, да, в воде, именно птиц, и в итоге я поняла, что мне саму цаплю нужно немножко сжать, потому что зеркальное отражение, оно меньше, да, оно немножко сжато. И поверьте, я столько раз, ну, то есть я делала это на штампе, несколько раз тоже отпечатывала эту сжатую цаплю, чтобы так вот более-менее это было похоже именно на зеркальное отражение. А потом опять-таки, да, стемпинг, лаки для стемпинга, они очень пигментированы, а на воде это отражение должно было быть еле заметным, да, то есть это не должно было вот именно как-то бросаться в глаза, да, то есть таким же цветом, то есть нельзя было отпечатывать, соответственно, подбирала такой вот лак, который не будет очень сильно выделяться. Сложность, самая основная сложность этой работы, это была в мелких деталях, потому что каждый вот этот цветочек, это все было отдельно отпечатано. Здесь также, вот, как вы понимаете, вот она, да, вот рисунок. Рисунок, он же вот общая такая картинка с листьями и с цветами. Каким цветом отпечатывать? Зеленым, тогда цветы будут зеленые. Красным, тогда листья будут красными. Соответственно, мне приходилось отпечатывать рисунок, убирать с этого рисунка при помощи маленького скотча, убирать все цветочки, да, вот эти вот, все я убирала, ну, то есть маленьким скотчем, раскрашивала только листья, переносила листья, потом опять отпечатывала этот же рисунок и убирала все вот эти листочки, да, раскрашивала только цветочки и тогда уже переносила цветочки. То есть это не точно так же ирисы, да, то есть я сначала ирисы отпечатывала зеленым цветом, да, то есть вот они листья, а потом отдельно ирисы, то есть убирала вот эту вот всю зелень и отпечатывала конкретно цветочки. То есть, конечно, если, например, вот так вот смотреть на работу, да, кажется, ну вот, ну что она там отпечатала цветочки, да, вот тут отпечатала, ну горшочки отпечатала, да, но если действительно вдаваться в подробности, да, то есть посмотрите, у меня розы красные, а листья зеленые, тут цветок тоже красно-оранжевый, а листья зеленые, тут желто-оранжевый цветок, а листья зеленые, вообще сами вот эти вот композиции, вот эти тюльпаны, ой, как я вот эти тюльпаны выколупливала мелким скотчем, это вот просто вот сейчас как вспомнишь и вздрогнешь, да, то есть там вот на рисунке, на стемпинг рисунке вот общий вот такой вот букет из тюльпанов.
И я вот вытаскивала тюльпаны, чтобы потом эти тюльпаны отпечатать другим цветом. Поэтому это так, конечно, может показаться, что это, ну, несложно, да, но на самом деле работы здесь было очень много. Ну, девушка, это, конечно, тоже девушка с пластиной Мой Лондон, только с другой немножко, с другой пластиной. И здесь была еще такая сложность. Ну, в каком плане сложность? Сейчас я вам покажу эту девушку, и вы поймете, о чем я. Просто у меня вся коллекция от Мой Лондон, Зодиак пластины. Так, сейчас. И там 12 пластин в этой коллекции, и на каждой из них есть, она не как-то там, она вот как-то изогнутая там, да, то есть, ну, то есть вот как-то вот она там, я не знаю, рыбу ловит или что она там, ну, вот что-то она там, или вот с каким-то фонариком, в общем, она, но она в такой позе, понимаете, она в такой позе, которая мне, например, совсем не нужна была эта поза, мне нужно было, чтобы она ровненько стояла. И в итоге, ну, то есть вот, вы видите, да, моя девушка и вот девушка с пластины. И, конечно, мне пришлось здесь опять выдумывать, да, то есть платьишко. Я сначала ну, собирала вот это вот платье, отдельно отпечатывала ее вот это вот туловище, и, то есть, туловище я уже ставила ровно. И вот здесь у меня вот этот стык, вот в этом месте, он никак у меня не получался. Ну, потому что вот он здесь, да, вот такой вот. Ну, то есть вот если, например, вот мы сейчас возьмем туловище и вот так вот выпрямим, да, вот немножко вот сюда, то получается разница, да, вот, ну, поэтому у меня тут получился вот такой фартучек, скажем так, фартучек. Ну, а это я уже ремень, то есть я ей допечатывала, я тоже ей меняла платье. Тут, как вы видите, у нее на платье вот есть какой-то такой иероглиф, который я не знаю, поэтому я точно знала, что я его буду убирать. Иероглиф я убирала и добавила сюда цветочек. Вот. И здесь у нее тоже, ну, какой-то такой вот символ, не знаю, да, тоже как что-то похожее на иероглиф, вот на верхней части наряда. И тут я тоже убрала это, конечно же, и тоже такую розочку ей вставила. Потом волосы, то есть вот смотрите, у нее тоже, вот она ее прическа, и там типа подразумеваются длинные волосы. Ну, вот я не знаю, во всяком случае, тут вот так вот идет гравировка просто сплошняком. Соответственно, все это тоже убрала, и получилась вот у нее вот такая вот прическа девочки. Ну и вставила ей, конечно, здесь, вставила, да, здесь цветочек, здесь цветочек. Вот эти вот ремешок тоже отпечатала, очень помогли вот эти вот пластины, которые там, где вот эти вот полосочки различные. Вот дополнила просто полосочки, этот стык как бы немножко прикрыла, скажем так, вот такими, ну, типа ленточки торчат. Ну, типа так задумано. Здесь на самом деле работа действительно настолько сложная, что мне очень часто, да, нужно было как-то что-то так делать, что типа это так задумано. Ну вот просто не планировалось. Но когда я сделала уже вот этот грузовик, да, с вот этими цветами, то у меня так не получалось, просто думаю, если я добавила сюда цветы, вот сюда, вот, ну то есть представьте, что тут нет собачки, я добавила сюда цветы, ну типа как бы много таких вот цветов грузовик везет, да, но в итоге это получалось так, что цветы вываливаются из грузовика, ну поэтому в итоге пришлось убрать. И тут оказалось такое пустое место, которое я в итоге не знала, чем заполнить. И я пробовала сюда и петушка какого-нибудь, ну, какую-то такую живность, да, корову, ну, вот такой маленькой коровы, маленького петуха у меня не нашлось на тот момент. Вот, нашлась только собачка, поэтому думаю, ну, ладно, хорошо, пускай будет собачка. Также были моменты тоже с вот этими тетями, да, то есть они тут, по-моему, вот эта вот тетя, да, то есть она сделана именно в технике тоже зеркального отражения, то есть она вот так вот, и здесь она вот так стоит. Потому что она тоже, вот эта тетя добавлялась в последний момент,
потому что вот эта часть была очень пустая. А сюда она как бы не входила, и пришлось ее вот сюда запендюривать, и тоже как будто это так было. Как будто, ну, то есть вот все у меня именно в этой работе именно так. Здесь еще какая была сложность, если вы посмотрите вот эти вот камушки. Ну, это у меня задумка, да, была такая, что пруд и, ну, то есть так, по краям пруда, в общем, идут вот эти вот, ну, такие как камни. И как вы думаете, да, где я нашла эти камни? Это текстурные пластины, да, я думаю, вы многие знаете такие пластины, где там леопардовый принт, где там леопардовый принт, да, змеиный принт, вот, жирафы, вот это вот, по-моему, принт жирафа, да, то есть, и вот каждый вот этот камушек, да, то есть вот у меня несколько просто пластин тоже с принтами, каждый вот этот камушек я отпечатывала отдельно и тоже как пазл, да, то есть как пазл я их вот так вот собирала, чтобы они как бы были, ну, то есть они же не прям квадратные, да, там, или прямоугольные, то есть они все какой-то такой вот разной конфигурации, и, соответственно, тоже пришлось вот так вот собирать. Где-то, то есть где подальше камни. Наверное, тоже в этой работе, наверное, все. Так, сейчас почитаю. Так, Джинджер, Мария. Здравствуйте, здравствуйте, Мария. Опоздали, ничего страшного. Наталья. Вика, нет слов. Третья работа «Умереть не встать». Красотища. За сколько дней вы ее сделали? Эту работу я делала тоже где-то за месяц. Ну, как за месяц, девочки? Это, конечно, не так, что вот я прям сижу целый месяц, да, я говорю, вот как я сказала тоже в видео, бывает так, что нет вдохновения, бывает так, что нет желания, а бывает так, что гости, а бывает так, что какие-то домашние там хлопоты или еще что-то, и работа, да, то есть как бы вот это вот все. Но вот эта работа, она... Например, вот если вот эта работа, она мне легко давалась, потому что, ну вот смотрите, да, вот смотрите, я вот рядом не получится как-то так, да, наверное. Вот эта работа и вот эта работа, то есть вот видите, да, насколько вот эта работа и вот эта работа, то есть вот видите, да, насколько вот, насколько в третьей работе много просто вот этой вот мелочи, да. И поэтому она тяжело и давалась, потому что то ли дело тут ты что-то отпечатываешь, и раз у тебя уже... то ли дело тут ты что-то отпечатываешь, и раз у тебя уже там наполовину типсы заполнены. Вот там отпечатала здание, да, и все, и половина типсы уже заполнена. А тут вот эти вот, все вот это вот мелкотня, вот это вот всякая, да, то есть пока я дошла до переднего фона, начинается же все, ну, я начинаю во всяком случае все вот с такого, с дальнего плана, пока я вот эти вот, каждую вот эту вот, я не знаю, там, елочку отпечатала, да, там, потом вот этот ряд, вот эти деревья, вот эти вот цветочки, то есть у меня уже все, у меня, если честно, крыша ехала, и мне уже все хотелось на этом даже уже этапе бросить. Потом, когда здесь, ладно, здесь еще как-то там, это девушки там, туда-сюда еще куда ни шло. Когда пошли вот эти камушки, то я думаю, да зачем я вообще это придумала? Да может быть, ну его эти камушки, да ну может быть так оставить и так сойдет. Ну то есть как-то вот так вот. Но камушки мне по-любому нужны были, потому что тоже вот, да, когда я отпечатала, ну уже были сделаны на тот момент и вот этими, ну, то есть, вот этим фоном, да, то есть мне нужно было перекрыть границу, и поэтому мне по-любому нужно было какой-то бортик, либо что-то тут придумывать, да, и делать так, что вот, ну, горшочки эти с цветами стоят, ну, позади, да, скажем так, этого бортика, и в итоге, конечно, пришлось все-таки эти камушки выкладывать, но это та еще то еще, как говорится, занятие. Поэтому вот только из-за того, что здесь очень много мелких деталей, вот это вот очень нудно, скажем так, нудно. Просто вот
150 цветочков, да, там отпечатываешь, там 300 камушков, и там уже рука, знаете, как это, как машинка, я не знаю, как робот. Но, знаете, зато в этой работе, конечно, да, оценили вот этот вот 3D-эффект и 3D-бабочки, да, то есть как бы это оценили очень многие, как бы даже вот так вот действительно сказали, а что так можно было, а что в стемпинге можно делать такое 3D, причем вот эта бабочка, она прям вообще очень шикарная, да, то есть вот видите, она там на просвет, видны вот эти вот все ее, я не знаю, вот эти, как они там называются у них, вот этот рисунок, да, необыкновенный у бабочек, то есть вот он вот так вот просвечивает, ну то есть очень-очень прикольненько получилось. Так. Так, Наталья, наверное, я ответила, да, сколько? Я ответила, да, где-то вот примерно месяц я делала, но не каждый день и не вот не с утра до вечера. Ну, то есть вот как только было какое-то свободное время, тогда я и отпечатала. Еще помните, я показывала тоже в одном из прямых эфиров, что у меня вот 8 вот таких вот, да, двойных штампов, и для того, чтобы как-то быстрее, да, вот эта вот вся муторная вот эта мелкотня как-то прошла у меня, да, то есть я на 8 штампах подряд прям, не очищая пластину, то есть нанесла, отпечатала, нанесла, отпечатала, нанесла, отпечатала, даже не очищая пластину. Вот, собственно, таким образом еще как-то ускорился у меня, скажем так, этот процесс. Убирать. Мелкие детали можно дотсом убирать. Да, конечно, мелкие детали можно убирать дотсом. Полиночка, ну я единственное, я не поняла, для чего тут что-то убирать дотсом. Ну, то есть у нас же стемпинг, да, то есть дотсом куда, что убирать. Не совсем поняла, Полин, пожалуйста, если можно, поясните. Так, Мария, волшебная картина, вот и подумай, как такое собирать. Вот она, собственно, в принципе, она не какая-то там уж прям сложная картина, но вот из-за мелких деталей, да, действительно было немножко муторно, скажем так, ее собирать. Полиночка пишет, вы большая молодец, спасибо большое. Елена Мюнкин, очень красивая работа, сложная, очень, да, действительно очень сложная. Полный восторг. Полина пишет, спасибо большое. Камушки прям ювелирная работа. Но их, правда, собрать было... Вы знаете, там один камушек такой, кривой, секой, один под этот, другой под этот. А причем какую-то общую-то линию нужно было выдержать все равно, да, что, ну, как-то они же идут по какой-то, я не знаю, по какой-то схеме, да, по какой-то закономерности все равно. Так, мисс Ольга, можно бесконечно рассматривать рисунок. Вода в пруду красиво переливается. Это лак такой? Мисс Ольга, спасибо еще раз за вопрос. Это был сделан фон. То есть здесь у меня фон также был сделан при помощи акварельных красок. Фон был сделан при помощи акварельных красок. Тут также были акварельные краски, и затем я просто втирала втирку. То есть это втирка. Да, водичка, это вот была втирка. Но втирка сияла так сильно, ну, то есть вот представляете, да, такую вот, ну, пускай там картина, это просто тут, на самом деле, сейчас, да, освещение такое. Втирка очень сильно сияла, и мне пришлось на воде делать такую рябь. Это тоже на пластине есть, у меня показывала не так давно, Опротега. Там была такая пластина, что-то аккуратно, потому что там очень такой вот маленький фрагмент этой ряби водной. И вот немножко таким образом я, скажем так, приглушила, да, приглушила эту втирку, так, чтобы она не смотрелась, вот знаете, прям вот как совсем, как, я не знаю, там стекло, да, там такое гладкое стекло, а вот именно чтобы, ну вот как-то вот так вот сияло немножко. Так, последняя работа, очень много
Многосоставная, очень сложная, очень творческая. Да, Мария, спасибо, все верно. Полина, со штампа убирать мелкую часть рисунка дотсом, со штампа дотсом, да, можно, действительно можно, но, знаете, вот здесь вот очень много, также можно повредить штамп дотсом, да, немножко не рассчитаете и повредите. И еще такой момент, если на дотсе сделать небольшой такой вот, ну, скажем так, возьму я вот такой вот дотс, и сейчас просто нет двухстороннего скотча, да, вот у меня есть вот такая типса, да, вот так вот сделать, немножко вот так потыкать в двухсторонний скотч, немножко дот становится, ну, как бы липким, да, и на него как еще куда ни шло, да, можно убирать какие-то такие вот мелкие детали. Но я настолько, как сказать, приловчилась уже убирать даже вот какие-то мелкие детали при помощи маленького скотча, да, уголком маленького скотча, что, в принципе, у меня ну, не возникнет такого вот сейчас вот на данном этапе в голове, да, чтобы взять там дотс и попробовать убрать какие-то мелкие детали. Я вот все скотчем делаю, пока что вот. А так очень хорошая идея, Полина, спасибо вам огромное, что поделились своим опытом. Вот вы дальше поясняете, что еще не просохшего лака. Да, все верно. То есть, если лак не просох, то он сам по себе прилипнет к дотсу. Все правильно. Так, Анна. Здравствуйте, Анна. Анечка присоединилась. Подскажите, А, а как начинается ваша работа? Вы сразу приклеиваете типсы в ряд или по одной отпечатываете, а потом собираете их вместе? Дело в том, что нельзя работы склеивать между собой типсы. Это она, ну как бы, они сейчас у меня склеены, да, потому что Анечка, на самом деле, Анечка, огромное спасибо вам за вопрос, потому что это тоже немаловажно. Типсы между собой склеены быть не должны. То есть на конкурсных работах, то есть типсы между собой, они не склеиваются. И, соответственно, я не склеиваю типсы и как-то их не закрепляю даже между собой, когда готовлю работу. То есть я вот рассказывала, просто вы не слышали, наверное, потому что вы только присоединились. Я рассказывала, что вот для того, чтобы отпечатать, например, вот девочку, да, то есть если бы рядом был бы типс закрепленный, то отпечатывая рисунок, вот туда вот глубоко, так как тут дугообразные типсы, да, то есть туда вот глубоко рисунок просто, ну, не загнать. Очень сложно туда загнать рисунок. И было бы все некрасиво. Поэтому типсы между собой никак не закрепляются, а просто подгоняются рисунки, вот именно подгоняются каждый рисунок каждому типсу, то есть так, чтобы это в итоге потом смотрелось как одна общая собранная композиция. Вот. Какие моменты еще, значит, были в этой работе? Да, собственно, в принципе, тут уже особо не, ну, как бы, тут уже ничего вроде бы. Я вот сейчас уже как-то все вылетело из головы у меня. Да, я единственное тут, чем хотела удивить, скажем так, товарищей судей, это то, что очень много мелких деталей и 3D-стемпингом. И, как я уже сказала, на одном чемпионате эта работа заняла первое место, а на другом чемпионате эта же работа заняла второе место. Вот, пожалуйста, разница, да, то есть как бы у одного чемпионата один регламент, у другого чемпионата другой регламент, и тут, пожалуйста, вот уже получилось, ну, вот так, вот что получилось, то получилось. Соответственно, ну, не то, что, я не скажу, что как-то, не знаю, обидно там или что-то, да. Дело не в обидно. Дело в том, что когда смотришь на те работы, которые заняли призовые места, да, то есть просто понимаешь,
уровень сложности, да, то есть и на 4-м чемпионате, где вот эта последняя работа заняла 2-е место, там, в принципе, этот уровень сложности никто и не учитывал, да, там просто вот 30-бальная система, и как бы это был открытый чемпионат, то есть моя работа ездила в Беларусь, вот, отвозила ее, мой наставник отвозил работу эту, и то есть там 30-бальная система судейства, и там просто выставляются вот так вот все работы, то есть все работы на показ, да, то есть и судьи, соответственно, просто смотрят визуально, какая картинка им там понравилась, какая не понравилась, то есть на расстоянии, скажем так, вытянутой руки, да, там они с лупами смотрят, где там что, где там какие ошибки, где там что там не так, может быть, где-то там как-то это, но тем не менее, вот, эта работа на 4-м чемпионате заняла 2-е место. Так, Анечка, надеюсь, я ответила вам на вопрос, да, на ваш вопрос. То есть типсы, изначально, когда я готовлю работу, типсы я между собой никак не скрепляю. То есть каждая типса по отдельности, каждая. Когда работа готова, типсы можно между собой скрепить, но опять-таки нельзя их заливать там как-то вот, да, чтобы вот этой вот между ними вот этой вот ложбинки как-то залить, эту ложбинку нельзя, то есть обязательно все равно она должна быть. Так, дальше я видела вроде бы там вопрос. Вика, Анечка спрашивает, Вика, а сейчас они на чем приклеены, типсы? Я бы, конечно, отодрала. Вот эти, например, они точно так же, вот они у меня сейчас, их можно, вот видите, то есть они у меня просто на двухстороннем скотче. Ну, тут такая вот, это скрапер, такой прозрачный, да, наклеила двухсторонний скотч и вот таким образом прикрепила. Так, эту работу скотч, там тоже двухсторонний скотч, ну, то есть в несколько раз сложенный, так, чтобы была какая-то высота, скажем так, и затем уже тоже приклеен на двухсторонний скотч. И эту работу я точно так же крепила на двухсторонний скотч. Просто чтобы... Так, может быть, тут будет видно. Может быть, тут лучше. Нет. Вот видите, вот тут двухсторонний скотч, вот, и тут двухсторонний скотч. Но я говорю, вот там просто из двухстороннего скотча делается вот такая толщина, потому что, еще раз повторюсь, типсы, они дугообразные, и, соответственно, чтобы они приклеились, нужно все-таки двухсторонний скотч. Так вот, ну, вернее, вот такая толщина нужна. Уже все, заговариваюсь, девочки. Елена Мюкин, там, где 2-е место, нужно показать фото, кто занял 1-е место. Там картина интересная, и все. Я могла бы, конечно, показать, но это у меня на телефоне фотография есть, да, то есть той работы, которая заняла 1-е место. Вот, Елене Мюнхен я, конечно, скидывала эту работу, да, чтобы она ее посмотрела, сказала тоже свое мнение. С моим тренером мы тоже обсудили эту работу. Но там даже тренер ничего не могла сделать. Почему? Потому что, ну, вот так вот оценивали судьи. То есть, если бы там именно было бы по баллам, по критериям, там как-то, да, то тут уже судья, например, ну, вернее, тренер, он бы мог бы, например, у какого-то судьи, например, спросить, а вот почему там, да, например, где вы там снизили оценку, или за что вы снизили оценку, да, или, например, за что вы, например, там повысили оценку, по каким критериям там была оценка высокая. Тут такого особо не было, поэтому, соответственно, тут и сделать было нечего. То есть как судья как решил, для себя вот ему понравилась та картинка, той картинке он отдал и 1-е место. Моя картинка не совсем понравилась, поэтому 2-е место. Там были картинки, которые мне еще понравились, там 3-е и 4-е место. То есть там вот так вот было. Но там интересная, действительно интересная работа. Чтобы вы понимали, я, наверное, как я объясню, да, там была взята пластина с текстурами. Да, думаю, вы даже не знаю, как сказать.
неважно, какая текстура, абсолютно неважно. То есть на типсах, причем там было, по-моему, всего 6, по-моему, типс, 6 или 8 типс. Да, то есть, как я говорила, там были такие самопальные типсы плоские, то есть как дощечки вот такие вот. То есть были отпечатаны текстуры, причем были отпечатаны, вот как на пластине они есть, вот квадратик, да, прямоугольник, вот точно так же они и были отпечатаны, вот так вот, как фон. Затем это все было перекрыто молочным гелем, да, то есть отпечаталось все одним цветом. То есть поэтому я и говорила в начале, да, что не надо, не обязательно иметь много лаков для стемпинга разных цветов. Вот одним цветом отпечатано было и фоном. Фон молочным гелем приглушили этот цвет, и затем, значит, были нарисованы очки, нос, губы. То есть это было вот прям нарисовано. И вместо волос также были отпечатаны текстуры этим же лаком для стемпинга. Там было еще такое интересное решение, то есть что-то вроде наряда там, да, мужчины. Вот. Ну, какой-то красочный элемент был, потому что там еще в очках было тоже нарисованы вот такие завитушки, поэтому чтобы как-то там тоже гармонично все это смотрелось. Тоже интересное, в принципе, интересное решение, видите? То есть человек как бы придумал именно создать такую композицию, да, создать лицо, ну, можно сказать, это был своего рода такой портрет, да, лицо мужчины в очках. Ну, потому что если бы, например, делать не очки, а глаза, то там глаза были бы тоже нарисованы, и это было бы уже очень явно видно. То есть здесь тоже вышли из положения, да, и сделали очки. То есть это уже там можно там как-то, вот. И в итоге, я говорю, там текстура, пластина с текстурами, просто вот так вот, там не то, что вот волосы, да, там как-то, нет. То есть вместо волос там просто вот такие вот прямоугольники текстурами были отпечатаны рисунки с текстурами. Все. Так. Так, Анечка, спасибо большое. Эфир сегодня очень познавательный. Анечка, и вам спасибо, что присутствовали на эфире. Скажите, а где нужно брать? Они продаются? Скажите, а где нужно брать? Они продаются. Полина спрашивает. Полина, про типсы? Про типсы, наверное, да, вы спрашиваете? Полина, типсы, да. Полиночка, я заказывала их на Алиэкспресс. Там огромное количество их. Точно так же в поисковике там наберите конкурсные либо большие типсы, и там выйдет разнообразные, там очень много. Они, как правило, есть магазины, где продаются, например, там по 10 штучек, но есть магазины, где прям продаются такие наборы, в каждом наборе по 10 штук. Там белые есть, полупрозрачные, ну, то есть там берите просто те, которые подешевле, потому что в любом случае вам нужно будет перекрывать и базой, и цветом, и, ну, то есть в любом, неважно там какое будет качество, по-любому будете подпиливать, по-любому делать фон, делать какую-то подложку в любом случае. Поэтому тут можно взять любые, даже какие-то там самые дешевые. Просто выбирайте подешевле, которые будут, ну, без доставки в ваш регион. Девочки, я сейчас посмотрела, сколько мы сидим в эфире, я немножко в шоке. Я вообще как-то, я не думала, что это так надолго затянется. Спасибо вам огромное всем, что поддержали меня в этом прямом эфире. Для меня это очень важно, что вы со мной, что, ну, для меня это правда неоценимо. Я даже не знаю, как это передать. Просто я посмотрела то, что действительно вот на прямые эфиры заходят каждый раз там девочки, да, то есть я вас уже примерно знаю всех, и поэтому я решила вот выйти, так вот показать себя, скажем так. И для меня это всегда прямой эфир очень волнительный, и вы вот хотите верьте, хотите нет, у меня вот здесь вот майка, она уже просто вся мокрая, я вся уже сижу, и я понимаю, что на улице
исключительно вот от какого-то волнения и переживаний. Поэтому огромное вам спасибо за поддержку, за то, что вы со мной вот так вот, видите, 2 часа, а уже вот, видите, да, девочки пишут 2 часа, ужас какой. И вам огромное спасибо, девчонки, огромное спасибо. Вон у Лены холодно. Огромное спасибо. Все, я вас всех целую, всех обнимаю. Надеюсь, на следующий вторник мы встретимся, но пока что у меня нет, не придумала, с чем выходить. Я сейчас готовлюсь, говорю, к очередную работу, к очередному чемпионату. И у меня просто, не знаю, нет тем для прямого эфира. Если вам не сложно, если у вас есть какие-то интересные идеи, пожалуйста, пишите. И я постараюсь с этими темами как бы выйти. Ну, так вот, чтобы вот просто поболтать, что-то, я не знаю, что-то показать, может быть, что-то такое. Потому что у меня сейчас на столе это просто какой-то творческий беспорядок. И вот как-то вот это вот все убирать мне совсем не хочется, потому что это потом опять вот все как-то вот так вот разложить, чтобы все было под рукой. Пока я, в общем, не подготовлю работу к чемпионату, вот у меня вот такой вот будет беспорядок тут. Ну все, я вас всех целую, всех обнимаю. Все, всего-всего-всего всем самого наилучшего. Все, пока-пока.